Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада представить вам мою новую книгу. Это продолжение первого тома, второй том моей фортепианной школы, которая называется «Клавир Вундер», и она издана на немецком языке. Она составлена таким же образом, как и первая книга, то есть разделена на главы. В начале каждой главы есть темы для педагога, которые будут прорабатываться в течение этой главы. Вот здесь педагог может все прочитать. Объяснений теоретических нет, я сознательно отказалась от них, потому что профессионалы и так все знают, а дети обычно ничего этого не читают. И в конце каждой главы есть обязательно домашнее задание для ребенка, где он закрепляет пройденный материал, как теоретически, так и практически. Учитывая тот факт, что в Германии ученик в году имеет 38 уроков приблизительно, и каждый урок длится 22,5 минут до 45 в лучшем случае, я ставила перед собой задачу за это время дать максимум полезного, удобоваримого и вкусного материала, на котором ученик хорошо развивается и растет. То есть для меня было важно эмоциональная вовлеченность ребенка или начинающего взрослого, его заинтересованность и максимум пользы и эффекта от произведений. Поэтому в этом сборнике есть очень много пьес, которые построены на народных мотивах. То есть частично стилизованные, частично я обработала их. И есть вариации на темы русские, украинские, немецкие, мексиканская, испанская, словацкая. И также для меня было важно, чтобы все пьесы были разнохарактерные. Поэтому в этот сборник вошли не только задорные, веселые, но и грустные, и юмористические пьесы. Вот, например, да, и что немаловажно, не только сольные, но и дуэты. Хотя в этой книге больше сольных пьес, если сравнить с первым сборником, то там больше дуэтов, конечно, в сопровождении педагога. Второй сборник все-таки больше сольных пьес. И эту пьесу, которую я сейчас представлю, я написала специально для изучения хроматической гаммы. Называется она «Вальс дождевых червяков». Мне было важно, чтобы, неважно, ребенок или взрослый начинающий, структурированно мыслили и умели анализировать не только форму, но и всю фактуру. Поэтому уже в первой книге были множество заданий на узнавание в тексте различных интервалов, а также вводилась трехчастная форма, это лид-форма называется по-немецки. В этой книге усложняются задачи, но неважно, какой новый элемент вводится, обязательно есть как минимум 2-3 пьесы, в которых этот же элемент повторяется, чтобы ребенок или взрослый начинающий закрепил этот навык. Вот, например, синкопа. Для начала я вам сыграю дуэт самбо, а потом следующая пьеса называется «Легкие вариации на немецкую тему». И здесь в первой же вариации встречается тоже синкопа. Следующее, все знают эту песню в Германии, называется «Грюн-Грюн».
первая вариация. И во второй вариации закрепляется уже полученный навык легато из 3 звуков. Я рано ввожу ключевые знаки, в этой книге они появляются. В первой еще нет, первые были только случайные. А также изучение педали. В этой книге встречается 2 варианта педали: прямая и запаздывающая, то есть директес и синкопы педаль. А также ввожу рано и триоли, и пунктирный ритм, и 16-е. И 16-е здесь представлены в самых разнообразных комбинациях. Для примера я вам сыграю пьеску, которая называется «Schneeglöckchen-Lied». Это песня подснежников. И здесь вы услышите как раз вот эти 2 комбинации. 2 16-х, 8-я, 8-я, 2 16-х. Я буду рада, если эта школа вам пригодится и понравится не только вам, но и вашим ученикам, и принесет много пользы.